Представьте, что однажды утром солнце просто исчезает. Не взрывается, не превращается в черную дыру, не тускнеет постепенно. Оно просто пропадает. В одну секунду оно есть, а в следующую его больше нет. И здесь возникает самый неожиданный момент. Мы на Земле не заметим этого сразу. Ни темноты, ни холода, ничего. Целых 8 минут и 20 секунд все будет выглядеть абсолютно нормально. Солнце все еще будет светить в небе. Вы можете выйти на улицу, птицы будут летать, люди будут заниматься своими делами, свет будет таким же, как всегда. Но на самом деле в этот момент солнца уже не существует. Причина в том, что свету нужно время, чтобы преодолеть расстояние от Солнца до Земли. Это расстояние около 150 миллионов километров. Даже свету, который движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, требуется больше 8 минут, чтобы долететь до нас. Поэтому все, что мы видим на небе, это прошлое. Солнце, которое вы видите сейчас, это солнце 8-минутной давности. Но затем проходит 8 минут и 20 секунд. И вот тогда начинается то, что изменит нашу планету навсегда. В одну секунду небо темнеет, словно кто-то выключил гигантский космический прожектор. День мгновенно превращается в ночь, без сумерек, без перехода, без предупреждения. Просто темнота. Люди по всей планете смотрят вверх и не понимают, что происходит. Но это только начало, потому что Солнце делает для Земли гораздо больше, чем просто освещает ее. Оно удерживает всю Солнечную систему. Гравитация Солнца – это то, что держит Землю на орбите. Без него наша планета больше не будет вращаться вокруг звезды. Но здесь есть еще один удивительный факт. Гравитация, как и свет, распространяется не мгновенно. Она тоже движется со скоростью света. Это значит, что Земля еще 8 минут и 20 секунд будет продолжать вращаться по своей орбите, как будто ничего не произошло. Но затем гравитационная связь исчезает, и Земля перестает двигаться по орбите вокруг Солнца. Наша планета больше не будет вращаться по кругу. Вместо этого она полетит по прямой линии через космос. Представьте, что вы раскручиваете камень на веревке. Если веревка вдруг оборвется, камень не будет продолжать двигаться по кругу, он улетит по прямой. То же самое произойдет с Землей. Наша планета станет одиноким космическим странником. Она будет лететь через межзвездное пространство, без звезды, без источника тепла, без света. И вот здесь начинается настоящий кошмар. Потому что без Солнца температура на Земле начнет стремительно падать. Но это не произойдет мгновенно. В первый час почти ничего не изменится. Температура начнет медленно снижаться, люди, скорее всего, даже не поймут, что происходит. Но уже через сутки средняя температура на планете опустится примерно до минус 18 градусов Цельсия. Это холоднее, чем самые суровые зимы во многих странах. Океаны все еще будут жидкими, но поверхность воды начнет покрываться льдом. Проходит неделя, температура падает уже до минус 40 градусов. Большая часть растений погибает. Фотосинтез невозможен без солнечного света, а значит, основа всей пищевой цепи начинает разрушаться. Через несколько месяцев температура на Земле опускается примерно до минус 100 градусов. Океаны начинают замерзать все глубже, но интересно то, что они не превратятся в лед полностью, по крайней мере не сразу. Лед образует толстую корстку на поверхности, но под ней вода очень долго остается жидкой, потому что океаны огромны и сохраняют тепло. Через год средняя температура на Земле падает примерно до минус 160 градусов, а через несколько лет она приближается к 200 градусам. Поверхность планеты становится ледяной пустыней. Но даже тогда жизнь может не исчезнуть полностью, потому что на Земле есть места, где тепло приходит не от Солнца, а изнутри планеты.
геотермальная энергия. Глубоко под землей температура остается относительно высокой, и именно там могут выжить последние экосистемы. В подземных пещерах, возле гидротермальных источников, на дне океанов. Некоторые микроорганизмы способны существовать даже в экстремальных условиях. Но для поверхности Земли все будет выглядеть иначе. Планета станет темным ледяным миром, без голубого неба, без рассветов, без закатов. Но здесь есть еще один удивительный момент. Если Солнце исчезнет, исчезнет и его свет, отраженный от планет. Луна перестанет светить. Она будет почти полностью невидимой. Планеты Солнечной системы тоже исчезнут с неба. Марс, Юпитер, Сатурн – все они станут темными точками в холодной пустоте. Ночное небо изменится радикально. Звезды станут ярче, потому что больше не будет солнечного света, который освещает атмосферу. Млечный Путь будет виден невероятно четко. Но это будет слабым утешением, потому что к этому моменту Земля уже станет замерзающим миром. И все же существует один неожиданный факт. Даже если Солнце исчезнет, Земля не станет полностью мертвой планетой. Под толщей льда могут сохраняться океаны. Глубоко под землей может существовать жизнь. Некоторые ученые считают, что такие планеты-сироты могут существовать по всей галактике. Планеты, которые потеряли свою звезду, но все еще хранят тепло внутри. И, возможно, даже жизнь. Но для человеческой цивилизации исчезновение Солнца стало бы катастрофой, которую невозможно пережить на поверхности. Все города, все континенты, все океаны постепенно превратились бы в ледяной мир. Планета, которая когда-то была голубой, стала бы черно-белой. Но теперь возникает еще более странный вопрос. Если Солнце исчезнет, что произойдет с остальной Солнечной системой? Планеты больше не будут удерживаться на орбитах. Каждая из них полетит в космос по своей траектории. Юпитер станет странником. Сатурн тоже. Марс, Венера. Миллиарды лет Солнечная система существовала благодаря гравитации одной звезды. Но без нее все распадется на части. Планеты разлетятся в разные стороны галактики. Некоторые могут даже пройти рядом с другими звездами через миллионы лет. Но наша система уже никогда не будет прежней. И вот что делает эту мысль по-настоящему удивительной. Солнце – обычная звезда. В галактике сотни миллиардов таких же. Но именно она делает возможной жизнь на Земле. Она дает свет, тепло, энергию. Каждый восход – это напоминание о том, насколько хрупкой может быть наша планета. Потому что если бы Солнце действительно исчезло, все, что мы знаем, изменилось бы в считанные минуты. Но есть и хорошая новость. По современным законам физики, Солнце не может просто исчезнуть. Такие события невозможны. По крайней мере, в нашей Вселенной. Нашей звезде около 4,6 миллиардов лет. И у нее впереди еще примерно 5 миллиардов лет жизни. Это значит, что человечество еще очень долго будет видеть рассветы, и каждый день наша планета продолжит вращаться вокруг своей звезды. Но иногда полезно задать себе такой вопрос: что произойдет, если однажды утром Солнце просто исчезнет? Потому что такие мысли напоминают нам о невероятном факте. Мы живем на маленькой планете, которая вращается вокруг обычной звезды в огромной галактике, в бесконечной Вселенной. И именно это делает наш мир таким удивительным. Если вам нравятся такие космические парадоксы и невероятные сценарии, обязательно напишите в комментариях, какой вопрос о Вселенной вас удивляет больше всего. Потому что самые интересные темы для новых видео часто появляются именно там. И если вы хотите узнать еще больше о тайнах космоса, не забудьте подписаться на канал. Впереди еще много историй, которые заставят по-новому посмотреть на Вселенную и, возможно, на наше место в ней.